Друзья, привет! С вами Фавионыч. И сегодня я решил записать видео. Это будет подкаст. Так что никаких веселых картинок сегодня не будет. Сегодня я выскажу свои мысли по поводу моего видения идеального рюкзака. Вы знаете, что я в своем плейлисте про снаряжение фотографа неоднократно рассказывал про то, как должна быть выглядеть сумка фотографа, различные аксессуары, ремни, множество тестов и записей про различного типа рюкзаки. Но прочитав комментарии, которые были давно, которые появились недавно, я понял, что пора эту тему оживить, и начну я с выпуска именно подкаста. Давайте будем рассуждать чисто логически вместе с вами. И дальше мы придем к какому-то пониманию, как же выглядит идеальный рюкзак для фотографа в 2023 году. Будем исходить из чисто практических, полезных, удобных свойств средства для перемещения фотографа вместе с его оборудованием. Это может быть как городская среда, так и среда пейзажной фотографии, аутдор фотографии, путешественника и прочее, прочее. Ну а дальше вы сами решите, есть ли у вас в снаряжении такой рюкзак и существуют ли вообще производители, которые такое делают. Давайте попробуем начать с главного. Итак, представьте себе человека, на спине которого есть рюкзак, идеальный рюкзак, в котором сложено все ваше оборудование, одежда, вода, дополнительные аксессуары для фотографий, а также, возможно, обувь, возможно, какие-то инструменты, возможно, дополнительная одежда или фляги, всевозможные горелки, средства передвижения в виде лыж, палок и прочего, ледорубы. Ну, все, что вам воображение ваше нарисует. Кастрюли, панды, тарелки, сервизы, пельменницы, все, что хотите. Это я к слову, так сказать. Так вот, что же нужно для того, чтобы человек мог не только в этом рюкзаке стоять перед зеркалом в примерочной, где он покупает его, если вы покупаете рюкзаки таким образом в 2023 году. И чем же он отличается от человека, который будет двигаться в течение нескольких часов по горам, лесам, болотам, городским трущобам и прочее, в результате которых он выйдет оттуда целым невредимым, и оборудование его также будет целым и невредимым. Давайте начнем с первого пункта, который я отметил. Во-первых, где должен быть человек, когда он остановился, и каким образом он будет фотографировать вместе с этим рюкзаком. Подумайте. Для того, чтобы фотографировать, как минимум, ему нужно или развернуть рюкзак, что удобнее всего делать, если рюкзак является слингом. Но слинги мы сегодня рассматривать не будем. Будем рассматривать классический рюкзак с двумя лямками. Так вот, для того, чтобы сфотографировать, человеку, фотографу, путешественнику придется этот рюкзак снять. Вы согласны со мной, надеюсь? Напишите комментарий. Так вот, дальше что он с ним делает? В большинстве случаев люди ставят рюкзак и начинают доставать оттуда технику. Это неправильный подход, потому что это займет слишком много времени. Другой случай. Современные рюкзаки, которые открываются с наружной части, они тоже неправильны, потому что придется этот рюкзак класть спинной частью внутренней на землю, на грязь. Поэтому, друзья, правило номер 1. Рюкзак должен открываться только со спины. Доступ к технике со спины. Потому что в этом случае вы можете бросить рюкзак на нижнюю часть, на верхнюю часть, на боковую, на какую угодно, в любой поверхности. Но спинная часть, которая всегда должна быть чистой и сухой, всегда будет таковой являться, если открываться будет все оборудование со спины. Вот такое первое правило. Теперь дальше двинемся. Что важно в рюкзаке для комфорта?
Несомненно, важны сами лямки, за которые вы его несете, которые у вас на плечах. Поэтому эти лямки должны быть очень удобные, они должны быть вентилируемые, они должны быть широкие, они должны регулироваться не только в нижней части по высоте, но и в верхней части обязательно, которая позволит прижимать содержимое рюкзака в зависимости от его загруженности. Обязательно должна быть поперечная лямка, которая стягивает на груди, чтобы прижимать рюкзак наиболее близко к телу, чтобы он у вас не елозил на одежде и был с вами одним целым. Это второе правило. Идеально, конечно, если лямки эти возможно кастомизировать, можно их снимать, менять на какие-то более широкие. Плюс к этому, в этих лямках, поскольку вы передвигаетесь, должно быть то, что вам необходимо в процессе движения, а именно, разумеется, вода. Поэтому если рюкзак имеет так называемый waterpack, то есть пакет с водой, который помещается в рюкзак, и по лямкам вытаскивается трубка, не снимая рюкзак, вы можете пить воду. Это очень хорошо. Большинство качественных профессиональных рюкзаков эту функцию обязательно имеет. Плюс лямки, за которые вы несете рюкзак, который на плечах, должны иметь также возможность крепить дополнительное оборудование, которое вам требуется при перемещении. Это могут быть какие-нибудь портативные штативы, если вы блогер. Я про это записывал множество роликов, в том числе про вездеход, который уже третья или четвертая версия. Это может быть какие-то дополнительные, я не знаю, там ножи прорубать в лесу, какие-то тропинки. Это может быть какие-то веревки, чтобы вам что-то закреплять. В конце концов, дополнительные карабины, шапки и прочие ваши аксессуары, чтобы можно было удобно закрепить прямо на этих лямках. Ну и, разумеется, карман для телефона, карман еще для каких-то ключей, и для автомобиля, еще чего-то для удобства. Так что эти лямки должны быть оборудованы как минимум карманами, ну и желательно какие-то системы крепежа. Это второй пункт. Дальше. Теперь я рассмотрю тот пункт, который многим покажется, может быть, надуманным, но мой опыт работы с разными рюкзаками привел меня к этой мысли. Этот пункт называется так: что не является рюкзаком, хотя выглядит как рюкзак. Так вот, я пришел к выводу, что если рюкзак представляет из себя конструкцию, где больше половины рюкзака вдоль идут молнии на основной части, то это устройство, этот предмет не может называться рюкзаком в полном смысле этого слова. Потому что как только он будет загружен чем-то приличным, эти молнии разойдутся, даже если они очень качественные. Это может произойти не сразу, но это со временем в любом случае произойдет. Например, если вы зацепитесь рюкзаком за какую-то ветку, проходя по лесу, рюкзак 100% по этой молнии разойдется, даже если молния UKK японского производителя. Почему? Если вы видите рюкзак как минимум треть вдоль вдоль всего рюкзака, я имею в виду верхней части, идут вдоль молний, то есть рюкзак открывается одной молнией, двумя молниями, то этот рюкзак ненадежен, абсолютно точно. Рюкзак должен закрываться, если на молнии, то закрываться они должны поперек рюкзака, то есть не вдоль части высоты, а поперек. В этом случае, даже если вы будете растягивать рюкзак, эти молнии никак не повлияют на повреждение самого мешка, так называемого рюкзака. Поэтому все профессиональные рюкзаки имеют именно такую конструкцию, и молнии верхней части раскрываются вокруг рюкзака, то есть параллельно земле, если стоит он у вас на спине. Поэтому вот такое правило. Это большинство рюкзаков городского типа повседневные, непрофессиональные, они сделаны именно таким образом. То есть они раскрываются вот этими молниями. У меня есть такой рюкзак от компании Lotto, который тоже расходился много раз, я менял эти молнии, толку от них никакого абсолютно. При этом есть рюкзак, например, такой обычный спортивный рюкзак от компании Adidas, который открывается поперек молнии, и это, собственно говоря, неудобно для фотографа, но это абсолютно надежно, и эта молния не рвется.
Так что вот, даже если она порвется, вы ее поменяете, и от этого качество и объем рюкзака никак не пострадает. Вот такие основные 3 правила, но это не только. Поскольку мы говорим о рюкзаке для каждого дня, для любого вида погоды, зимы, лета и весны, можно говорить о том, что перемещаясь по городу, перемещаясь по лесу, когда капли воды могут упасть с деревьев, когда какие-то ветки падают мокрые, рюкзак должен обязательно иметь защиту от капель воды. Я не говорю сейчас про герметичные рюкзаки, а такие тоже существуют специальные. Я не говорю про рюкзаки, которые накрываются отдельными чехлами, а профессиональные рюкзаки дополнительно обязательно продается чехол для защиты от сильного дождя. Я говорю именно о том случае, когда вы идете по лесу, никакого дождя нет, но с веток могут падать капли, могут быть какая-то роса, вообще влага всегда есть в лесу. Поэтому должна быть обязательная защита от брызг, от проникновения капель, паров внутри рюкзака. Это обеспечивает специальное покрытие, специальные материалы. Я о них рассказывал, показывал неоднократно. Это еще один пункт важного присутствия профессиональности в системе для хранения техники. Я надеюсь, что вы оставите комментарии. Это основные принципы, которые вот я выделил бы, да, как выделяют, говорят. Хочу, чтобы вы добавили еще какие-то. Но от себя я добавлю еще необходимые вещи, с которыми, я надеюсь, вы согласитесь. Рюкзак должен иметь дополнительные крепежи снаружи для крепления рюкзака, одежды, палок, лыж. Это так называемые гейткиперы. Они должны быть и боковыми, и передними, и верхними, и нижними. Если это отсутствует, то, соответственно, рюкзак не может называться профессиональным. Потому что элементарно пристегнуть лыжные палки, пристегнуть куртку какую-то с нижней части, пристегнуть обувь, пристегнуть, как мне некоторые написали, котелки, кто берет с собой, не знаю, кружки, еще что-то, посуду, термосы. Это нужно обязательно. Это еще один пункт. Поэтому эти стропы, эти лямки дополнительные, которые с обязательной регулировкой, с фиксаторами, они должны быть. Дальше. Перейдем к следующему пункту. Можно покупать несколько рюкзаков, даже профессиональных с этими всеми свойствами. Но если вы отправляетесь и у вас оборудование разного объема, то у вас стоит очень интересный вопрос. Как его размещать в рюкзаке? Большинство так называемых профессиональных рюкзаков имеют просто внутри каркасные перегородки, которые могут быть кастомным образом переставлены. Это ограничивает вас в следующем. Вы, конечно, можете вытащить часть перегородок и их убрать, но каждый раз это занимает ваше драгоценное время. Поэтому наиболее приемлемым и быстрым способом для людей, кто имеет множество оборудования, является наличием так называемых съемных инсертов. Их может быть у вас штук 100 дома, в каждом сложено разное оборудование для разных случаев. И при выходе из точки вашего путешествия вы просто берете нужный инсерт с нужным оборудованием, вставляете его в рюкзак и пошли вперед. Более того, если вам нужно дополнительные какие-то разные техники брать с собой, разную технику, то вы берете несколько инсертов, бросаете их в рюкзак и пошли вперед. Я уже думаю, вы догадались, что как минимум 2 производителя такого уровня рюкзаков существует, и я о них неоднократно упоминал. Еще одним важной особенностью, не всегда требующейся для фотографов, но в последнее время, поскольку фотограф перестал быть просто фотографом, теперь и видеограф, является наличие так называемых систем хранения дронов. Есть специальные чехлы для дронов, сумки и прочее, прочее. Но, друзья, все это здорово, пока вы не зайдете в какое-то место, где у вас нет ровной поверхности для взлета. И хорошо, если вы можете запускать с руки и ловить с руки дрон.
но не всегда это возможно, поэтому одним из важных особенностей профессионального рюкзака наличие со спины плоской поверхности. Большинство как раз вот этих профессиональных рюкзаков все имеют такую плоскую поверхность, с которых можно и взлетать дрону, и садить его туда же. Ну и плюс это является неким столиком, на котором можно, например, пообедать, поужинать, позавтракать, как хотите. Это лично от Фавионыча добавление. Я этот опыт применял, поэтому считаю, что это важным. Несомненно, я упустил наличие герметичных отсеков в таких рюкзаках. Я не упоминал это как необходимым являющимся признаком профессионального рюкзака. Тем не менее, большинство как раз такого уровня рюкзаков имеют такие отсеки. Но даже если их нет, вы можете их отдельно купить. Я не упомянул специальные отсеки для ноутбуков, специальные отсеки для планшетов, которые имеют специальную защиту усиленного типа, не позволяющим сломать дисплей, ну и разрушить это устройство. В большинстве профессиональных рюкзаков такие системы обязательно есть. Я также не говорил про дополнительные какие-то способы крепления оборудования, включая моля-крепежи, включая гейткиперы, о которых я говорил уже. Ну и специальные какие-то ползунковые системы хранения, стяжки, веревки и прочее, прочее. Я также не упомяну о наличии каких-то карабинов, встроенных в сам рюкзак, да, наличии каких-то гнезд для USB. Это все относится больше к таким к школьным рюкзакам, ну и для школоты, как говорится. Для профессионального рюкзака в первую очередь важна надежность, сохранность техники, удобство пользования и быстрый способ доступа к оборудованию, к технике. Вот это самое главное. Ну и надежность самого материала, из которого он сшит. Ну и, разумеется, объем, потому что профессиональным рюкзаком нельзя насматривать рюкзак, который там имеет объем 10 литров. Понятно, что туда ничего не поместится. Друзья, надеюсь, я не буду вас сильно сегодня утомлять. Кто досмотрел, дослушал до этого момента, напишите комментарии, что бы еще вы добавили в качестве удобства для фотографа, для того, чтобы представить себе или на себе именно такого типа рюкзак. От себя добавлю еще несколько пунктов, которые я считаю важными. Если вы уже добрались до места и двигаетесь уже по локации, очень важно, чтобы камера была у вас при себе. То есть вы уже идете в руках с камерой, но таскать в руках тяжелую или легкую камеру постоянно в лесу не очень удобно, потому что нужно раздвигать ветки руками, еще прочим. Посему в большинстве хороших рюкзаков имеются специальные так называемые кольца, на которых можно закрепить специальные сумки для фотоаппаратов легкие или просто саму камеру прицепить. Поэтому я об этом разговаривал. Эти кольца действительно очень удобны. И как их использовать для систем крепления камеры, я показывал. Что еще бы я бы ответил? Герметичные молнии. Не обязательно герметичные отсеки, но герметичные молнии, которые не позволяют каплям попадать в какие-то отсеки. Это важно, это имеется на такого рода рюкзаках. Эти молнии стоят в несколько раз дороже, чем обычные, но оно того стоит, друзья. Хорошо, когда таких молний множество. Что еще? Что еще вы могли бы заметить? Те, кто пользуется, пейзажисты, тяжелыми или легкими штативами большого размера, знают, что крепление штатива к рюкзаку имеет множество разных вариантов. Один самый простой способ — это просто карман для штатива, в который вкладывается штатив и пристегивается гейткипером. Другой способ — специальные лямки для крепежа. И еще один способ, наиболее популярный, кто носит тяжелые штативы, крепить его с наружной части со специальными лямками. Да. Эти же лямки, они использовались в походных рюкзаках горных для крепления ледорубов, для крепления лыжных палок, так называемые тесьмы. Я забыл, как они называются, я про них рассказывал. Так вот, в этой части, где крепится штатив,
поскольку штатив постоянно все равно, даже если его четко закрепить, он будет все равно двигать своей жесткой частью. А поскольку хорошие металлические или карбоновые штативы имеют достаточно большую жесткость, есть велика вероятность протереть ткань рюкзака. И поэтому в таких частях нередко серьезные производители выполняют вставку из сверхпрочного материала, который используется в беговых дорожках, используется в специальных промышленных производствах. Этот материал обладает очень жесткими свойствами, но он достаточно тяжелый. Тем не менее, компании, которые заботятся о своих фотографах, они делают вставки из такого материала, чтобы в этой части рюкзака не было изнашиваемости от штатива, от ледоруба и от прочих всяких вещей. На сегодня, наверное, все, друзья. Разумеется, я не все указал, какие у меня требования к рюкзаку. Мы не рассматривали варианты вентиляции, способов вентиляции спины и прочее, прочее. Я надеюсь, что вы напишите комментарии, дополните. Ну и в качестве вопроса, друзья, напишите, как вы считаете, есть ли способы крепежа какого-то посудных частей, кто носит с собой посуду, ну и там, не знаю, кто там бревна, может, носит, еще что-то. Напишите в комментариях. А с вами был Фуменыч, друзья. Увидимся, пока.